Москва. Ненавижу, блин, Московское кольцо. Все как не у нас, абсолютно. У нас 110 ограничений, у них 100. Плюс, тут каждый километр, блин, этот самый навигатор, он говорит то, что то камера на полосу, то камера на разметку, то камера на скорость, блин. Тут, по ходу дела, у них там все в камерах. Колея жуткая в некоторых местах. Реально машину аж носит, блин. Каждый второй возомнился шухмахером. Причем независимо от того, на чем он едет. На какой-нибудь там шестерке, там, года 80, там, 2-го, 3-го. Или на Ягуаре. Едешь как по минному полю, блин. Даже не знаешь, с какой стороны тебе прилетит. Так, друзья, время 20 минут 10-го. Сегодня воскресенье. Ну что, 4 часика поспал. Нахожусь я под Воронежем. До Ростова. Ну, почти 600 километров, там 500 с лишним. Проехали мы на данный момент 1200. Осталось 1300. Короче, половина. Поспал на стоянке. Ну, здесь на обочине дороги стоянки, если знаете. Ну и все, вспомнил все прелести летнего отдыха. Че, 9 утра и все, дальше спать невозможно. Солнце вышло, и все. Любая палатка, любая машина, это, блин, как сауна становится. Ну ничего, нормально, чувствую себя хорошо. Сейчас заедем по пути куда-нибудь за кофе, на какую-нибудь заправочку, и в путь. Нет, Шура, это не Рио-де-Жанейро. Блин, взял кофе на заправке, а у них там даже столика какого-нибудь нету маленького, чтобы просто хотя бы сахар поставить, размешать. На улице жарень 31 градус. Блин, ладно, хорошо, что еще кондишку сделал. Едешь, хоть шапку надевай. Но как только горочка, все, машина не тянет. Туалета нет, столика для кофе нет. Сахар тебе никто не кладет. Блин, народу столько, офигеть. Все на юг едут же, да? Со всей страны номера смотрю. Ярославль, Москва. Там кто у нас? Кто у нас? Кто? Где? А, ну я тоже Ярославль. Архангельск. Зашибись. Хряпалом пожмырлать. Ну хоть кофе горячий, и то хорошо. Ростов, Икея. Сейчас купим что-нибудь пожрать, попить и дальше поедем. Проскочил Ростов. Думаю, в Ростове зайду в Икею. Ну, перекушу, там супчик, еще что. Зашел, блин, захожу в
в эту столовку икеевскую, мне говорят, давай QR-код, что ты либо вакцинированный, либо переболевший. Ну что, развернулся, пошел дальше. Сейчас где-нибудь в Краснодаре надо будет в магазине остановиться, что-нибудь перекусить взять. Тут вон дорожные работы идут, сам Ростов уже проехал, а на выезде тут пробка, еле-еле тащимся. Ну, скоро вроде как должна закончиться. Следующее включение уже, наверное, с Краснодара будет. Кстати, по поводу Ростова и Икеи. Там еще здоровенный комплекс, в принципе, как и в Питере. Там, то есть Икея, тут же Ашан здоровенный. Ну, что-то я так зашел в этот Ашан, там минералки взять, всего остального так, единственное, я думал, возьму воду и все, ладно. Потом, типа, там схожу, пообедаю в Икее. Но не получилось, ладно, черт с ним. Прошелся вообще по прилавкам, обратил внимание на пиво, крепкий алкоголь. Я могу сказать, что у нас в Питере в Ашане реально дешевле, там рубля на 2, на 3, то есть здесь что так дорого, вообще не понимаю. Если тот же самый даже Магнит, если в Питере взять, я помню, постоянно стоит виски Беллс, и он постоянно идет со скидкой. То есть там, грубо говоря, за 1000 рублей ты берешь литр, а здесь он стоит за 1,5. Там пиво, вот я беру Карлсберг нефильтрованный, который с горчинкой. Здесь у нас, иногда по 39 там бывает рублей найдешь, иногда еще что-то. Здесь он почти по полтосу. Фиг его знает. Короче, как-то в Ростове нифига не соразмерно зарплатам, я так понимаю, все эти цены в магазинах. Как-то так вот. Как видите, уже стемнело. Время 8:12 вечера, температура 31 градус. В Ростове 36 было. Сейчас уже свернул на... Как она правильно называется? В сторону Краснодара еду. Тут осталось буквально там 5 километров до города. И буду поворачивать уже в сторону моря, там пробираться всеми этими окольными путями. На месте. Да, да. Где-то часов 2:30 буду на месте. Первая остановка в Крыму у нас будет под Керчью, на берегу Азовского моря. Есть там такая песчаная коса между морем и озером Чокрак. Может быть, многие слышали, это озеро, грязевое озеро, там кругом одна сплошная грязь, лечебная. Там немцы в свое время какую-то грязевую лечебницу делали, когда еще Крым там частично под ними был, там партизаны воевали с ними и так далее. И вроде как, на фотографиях там показано, что такие столбики торчат. Это столбики, это остатки от мостков. То есть по мосткам, по деревянным, от берега можно было пройти там, метров на 300 туда, в это озеро. Там воды нету, конечно, нифига. Одна грязь сплошная. И потом чем дальше от берега, считается, тем она более такая насыщенная, серой там, да, всеми вот этими минералами. И, значит, там были эти мостки. И, я просто читал, не знаю уж, насколько правда, неправда, там могло так сохраниться дерево за 80 лет.
принципе, если соленое, это, конечно, могло. Якобы это еще остатки мостков деревянных, которые немцы делали. Вообще, фашисты, они планировали из Крыма сделать такую одну большую лечебницу для своих людей, да? То есть, ну, явно не для русских, не для украинцев. Там всем уже давно известно то, что хотели оставить там минимум народа для обслуживания. Вот. А для себя они из Крыма... А для себя из Крыма они хотели сделать один большой здоровенный курорт. Вот. Такая вот ерундистика. Ладно, едем дальше. Краснодар. Все строится. Строительные краны, кстати, прикольно сделали. Подсветку. С одной стороны и высотность обозначают, а с другой и чисто декоративно так прикольно смотрится. Что у нас такого не видел. Это какой-то полнейший трындец. Скорость 40 километров. После Славянска на Кубани тут дорога двухполосная, там что в населенном пункте, что за ним. И это просто какая-то задница. Все ползут 40, и я так понимаю, эта вереница, она, блин, никогда нафиг не кончится до самого моста. Такими темпами можно, блин, ехать хоть до завтрашнего обеда. Уже реально час вот такой вот тошнотины. Вот сейчас время 10:16. В 9:15 я точно запомнил, я заезжал в Славянск на Кубани. И вот мы тащимся, вот максимум 60. Все, сейчас после поворота, после этого опять там начнется, блин. Просто жесть какая-то. Опять какой-нибудь тупорылый этот кубаноид залез, наверное, блин. Я, конечно, ничего против людей, которые на Кубани живут, не имею, но вот это вот выражение кубаноид, оно вот к некоторым водителям прям очень хорошо подходит. Встал, блин, на каком-нибудь своем тарантасе, блин, и насрать, абсолютно, там 2 километра, 3 километра за тобой очередь собирается, вот он будет шпарить до тех пор, пока не усрется, блин. Причем при всем при том, при этом есть места, где можно просто съехать на обочину, встать, постоять, покурить 2 минуты, пропусти-то весь этот караван. Нет, он никуда не съедет, все, и будет, блин, переть как баран, блин. Мозгов, как у воробья коленка. Вот это вот реально кубаноиды, блин. Время 12 ночи, 15 минут нового понедельника. Километраж 2362. Будем считать 2300. Тверь к чертовой матери выкинем. Все. Крым. Итак. Что, отмучились на берегу Азовского моря под Керчью на нашем прошлогоднем месте. Не знаю, там сейчас будет видно воду, не будет. Попробую пойти показать. Песочек, песочек. О, над морем прям туман. Сейчас быстренько ставлю палатку, моюсь и спать.
самое прикольное во всей этой катавасии я понял только сейчас. У меня, оказывается, с собой шорты, шлепки, футболка в дырку, белая рубашка, белые штаны и белые туфли. Все. Больше ничего. Ну вот такая вот еще покрывашка. Коврики, гидрокостюм. В принципе-то и все. То есть никакой ни ветровки, ни запасной футболки, ни пледа, вообще ничего нету. Я только сейчас об этом задумался. Так вот усердно я собирался в отпуск.